Жениху, а особенно невесте перед свадьбой, нужно успеть сделать 1000 дел. Подобрать платье, согласовать декор или узнать у всех гостей, нет ли у них аллергии на ваниль, которую добавят в торт для воздушности. Сплошной стресс. Я покажу вам, как справиться со свадебным стрессом. Вы на канале Никита Фомин, я ивент-режиссер, ведущий. Погнали, посмотрим, как можно сделать свадьбу лучшим днем в вашей жизни. Тема. Топ-6 способов, как справиться со свадебным стрессом. Свадьба – это большое событие. И если молодые хотят, чтобы она прошла хорошо, это требует предварительной подготовки. Много людей, много мнений, все нужно обсудить, согласовать. Конечно же, возникают трения и напряжение. Организм это чувствует и сжимается в стрессе. Затем уже торжество, не торжество, и муж какой-то сомнительный, и вообще мир не мил. Давайте этого избежим. Как во всей этой ситуации оставаться спокойным и, более того, выглядеть роскошно и питать красотой и романтикой все торжество? Непростая задача для молодых, однако решить ее поможет опытный режиссер и ведущий. Давайте разбираться. Первое. Делегирование. Ну что, поступающие в институт семьи, конечно, если вы хотите получить от свадьбы удовольствие, ее организацию и проведение нужно передать профессионалам. Но здесь есть одно «но». Важно не просто спихнуть всю организацию на компетентных людей. Важно рассказать им о том, каким вы видите ваше торжество. Если видения нет, то выслушайте предложения ивенторов по поводу концепции, локации, программы свадьбы. Заполните анкеты, опросники, договоры, чтобы у ребят был материал для работы. И только после этого можно будет выдохнуть и попрощаться со стрессом. Свадебный паровозик встал на рельсы, и вам останется только наслаждаться путешествием. Ту-ту! Второе. Подготовьтесь к выступлениям. Этот пункт достаточно легко закрывается. Давайте подумаем, где молодые могут проявиться на свадьбе. Речь на церемонии, ответные слова родителям, гостям или тост. Так, что еще? Постановочный танец, может сюрприз от молодых. Просто продумайте все эти выходы, обсудите их с ведущим и отрепетируйте. Только не учите их за день до свадьбы. Памяти нужно время и несколько повторений для хорошего усвоения. При этом я не рекомендую делать уж что-то слишком сложное, брать какие-то невероятные балетные элементы на танец или писать друг другу витиеватые оды любви, особенно если вы в этом не специалист. Все должно быть лаконично, просто, но вкусно и искренне. Свадьба – это не концерт, не спектакль. Люди не будут смотреть и оценивать вас как профессиональных артистов. Практически все из гостей знают вас с детства, а у них и так там перед глазами целое кино с вашим участием пролетает. Не надо перегружать. Все, что хотят увидеть люди, это счастье на ваших глазах. И если даже вы случайно ошибетесь, то всем вообще пофиг. Третье. Обживитесь в свадебном образе заранее. Очень тяжело объяснить начинающим артистам, что заключительные репетиции надо проводить в полном образе, в том числе и в сценическом костюме, в париках, сюртуках, обуви на каблуках. Конечно же, неудобно, жмет, трет, жест ломает, походку. И вроде бы до этого хорошо заученные слова куда-то вылетают, и танец как-то со скрипом стали делать. Уверяю вас, я 1000 раз видел, как на свадьбах с молодыми происходит то же самое. Да, я понимаю, что есть поверье о том, что жених не должен видеть невесту в свадебном одеянии заранее. Но если вы не хотите, чтобы вам постоянно наступали на шлейф, или вы, не дай бог, на нем подскользнулись и угодили прямо в свадебный торт, значит, подберите на репетиции что-то максимально похожее. Или, по крайней мере, дома, когда вас никто не видит. Познакомьтесь со свадебными образами. Четвертое. Соблюдайте корректные физические кондиции. Ребят, старайтесь высыпаться. Недостаток сна усиливает стресс. Перед свадьбой правильно и регулярно питайтесь. При этом избегайте переедания и употребления большого количества кофеина и сахара. В стрессовых ситуациях в организме вырабатывается огромное количество энергии для действий. Чтобы не перегружать нервную систему, можно слегка подвыпустить этот заряд, как пар в чайнике. Отлично помогает физическая активность, зал, бег, плавание, танцы, йога. Эти виды активности обязательно снизят уровень стресса, тревожности и улучшат настроение. Только тоже без фанатизма. В марафонской дистанции перед свадьбой не участвуем. Вам же еще нужно силы на первую брачную ночь оставить.
Пятое. Соблюдайте корректные психологические кондиции. Каждый день выделяйте для себя время. Подготовьте ваш эмоциональный аппарат к торжеству. Нежелательно приходить на свадьбу сразу после совещания. Наоборот, за несколько дней до празднования максимально отложите важные дела. Погрузитесь в приятное чтение, принятие ванны, совершайте прогулки на свежем воздухе или любое другое занятие, которое помогает вам расслабиться. Делайте медитации и дыхательные практики. Они обязательно помогут успокоить ум и снизить уровень стресса. Шестое. Принимайте происходящее. Я рекомендую легче относиться к незначительным шероховатостям на свадьбе. Как правило, на ивенте нет времени на подготовку. Даже на режиссерских свадьбах с участием профессиональных артистов что-то может пойти не так. Кто-то опоздает, возникнут проблемы со звуком, светом, оборудованием. И при этом, я вас уверяю, такое возможно даже на самых профессиональных площадках страны. Свадьба – это живой организм. Конечно, кто-то забудет цветы или подарок. Возможно, затянется какой-то интерактив или слегка собьется тайминг сценария. Кто-то тост нелепый скажет. Кухня может на пару минут задержать горячее, но чем меньше вы будете обращать на это внимание, тем меньше вообще это кто-то заметит. Гостям все нравится, они за вас рады. Поэтому, снижая уровень перфекционизма, вы снижаете количество стресса. Уверен, вы хотите знать. Никита, а если мы делегируем организацию проведения свадьбы, если мы подготовимся к выступлению, заранее обживемся в свадебном образе, будем соблюдать корректные физические и психологические кондиции и относиться к происходящему с принятием, стресс вообще исчезнет? Честно? Нет, но его останется ровно столько, чтобы вы были в приподнятом настроении, чувствовали драйв и хотели делиться своим счастьем. Такое состояние чаще называют куражом, а иначе будет душно. Рубрика «Как было у нас?». Я задал вопрос, как справиться со свадебным стрессом уже окольцованным людям со всех уголков России и получил на свой вопрос ответы. Давайте знакомиться с самыми интересными вариантами. Кати 24. Примерно год назад у нас была свадьба, но гости испортили мне весь настрой. Я даже рыдала. Дело в том, что свадьба у нас была тематическая, черно-белая. Специально выбрали эти цвета, так как подумали, что у гостей всегда найдутся такие цвета в гардеробе. У нас все черно-белое было, начиная от белых лепестков на полу до черных стульев с бантами. Плюс на пригласительных черно по белому было написано, что дресс-код именно эти цвета. Когда мы приехали в ресторан, я обомлела. Дресс-код соблюдали только наши родители и друзья. Остальные, человек 40, были кто в чем. В джинсах, в сарафанах в марте. Я была так зла, что постоянно на всех срывалась. Свадьбу испортили мне гады. Да, ребят, даже на самые элитные свадьбы гости порой приходят в чем попало. У меня несколько раз гости в шортах заявлялись. При этом это были очень обеспеченные люди с хорошим гардеробом. Поэтому, с одной стороны, негодование Кати, конечно же, обосновано. Ребята старались, готовились, выбрали концепцию ЧБ специально, чтобы угодить гостям. Но вся стилистика разрушилась. На фотках будет явно видно несоответствие. В таком случае я бы, конечно, сделал общие фотки, но еще отдельно бы сделал фото с людьми только в черно-белом. И гости не в обиде, и есть что в сети выложить. Для этого и нужен ведущий. Сказал ему: «Фас, хочу на фото, чтобы все только в черно-белом были». Он совместно с фотографом придумал и провел интерактив. И на невесту никто не обидится, и свадьба стала бы попозитивнее. Ребят, вы тоже пишите свои комменты, какие трэшовые истории были у вас или ваших друзей на свадьбах или других праздниках. Пишите в телегу, пишите сюда, давайте разбираться вместе. Мне очень важно ваше мнение. Напоследок хочу напомнить, что самое главное во всей идее свадьбы – это ваша любовь и совместное будущее. Поэтому не позволяйте стрессу или дяде в шортах испортить этот особенный момент. До встречи!